Приветствую всех на канале BizInvest. Меня зовут Дмитрий. На канале будут выходить видео про бизнес, инвестирование, криптовалюту и все в этих отраслях. Тема сегодняшнего видео – биткоин. Финансовый пузырь или потенциальный актив? Смотрите в сюжете этого видео. Приятного просмотра! Давайте же сначала разъясним, что такое биткоин и как он работает. Биткоин – это первая, самая дорогостоящая и популярная цифровая валюта. Биткоин работает на блокчейне, то есть децентрализованной базе данных, или же простыми словами, цепи блоков. Сделки на покупку и продажу происходят на криптобирже, где можно обменять цифровую валюту на национальную или на другую цифровую валюту. Торг происходит между покупателем и продавцом за текущую или указанную ордерами цену. Биржа забирает комиссию за операции на ее платформе. А вот сам биткоин состоит из 100 тысяч частей, которые называются сатоши, в честь создателя биткоина. Какую же роль играет биткоин у нас в обществе и на рынке цифровых валют? Биткоин, как самая старая и дорогая криптовалюта, курсом своей цены воздействует на цены других альткоинов, то есть других криптовалют. Из этого можем сделать вывод, что настроение именно биткоина влияет на продвижение рынка. Что по поводу использования в повседневной жизни с помощью биткоина и альткоинов, люди начинают практиковать оплачивание товаров и услуг. Приведу пример. Программист Ланда Хейниц 22 мая 2010 года оплатил за пиццу 10 тысяч биткоинов. После чего люди начали праздновать неофициальный день биткоин-пиццы. Некоторые покупают криптовалюту, чтобы спекулировать ее, то есть выигрывать на росте или падении. А некоторые, чтобы в некой степени уклониться от налогов. Существует теория, что большая часть владельцев биткоинов – это наркоторговцы, которые, зная лазейки в законе, покупают или продают наркотические вещества, оплачивая цифровой валютой. Как вы уже видите, я переместился на график биткоина. Вот так вот он в общем выглядит. Сейчас я вам покажу все прорывы и расскажу вам про мою гипотезу дальнейшего существования биткоина. Перемещаемся на 2014 год, когда произошел первый сильный прорыв. На то время биткоин примерно с $100 поднялся до 1000 накануне 2014 года. И дальше произошла сильная коррекция, то есть сильно упал биткоин. Он упал аж до $215. Дальше он, конечно, немного возрос. И дальше начал двигаться до 2018 года. Он постепенно рос, не особо заметно. И дальше уже в 2018 году произошел сильный прорыв. Посильнее, чем прошлый. Как мы можем заметить, вот это вот был в 2013, накануне 2014, а вот это вот в 2018 году. То есть можем сравнить 1000 и $1300. Ой, 13 тысяч долларов. Вот. И дальше снова произошла сильная коррекция, как мы видим. Но оно вернулось обратно. Вот, видите? С 13 тысяч поднялось до 10. Дальше там небольшая коррекция была. Возросла цена по сравнению с началом его существования. И сейчас мы видим, что снова произошел сильный рост. В 2020 году, в сентябре, мы можем увидеть, что биткоин беспрерывно начал расти. Он рос и так до 58 тысяч. И дальше он упал. Люди думали, все, ужас, упал, просто ужасно все. Но он вернулся обратно до 61 тысячи. Побил рекорд снова. И вот мы видели 3 подъема и 2 спада из них.
Что я могу из этого сделать вывод? Я считаю, что биткоин еще будет существовать и очень долго, что у него очень большая перспектива существования. Но я считаю, что в ближайшее время произойдет сильная коррекция, прям очень сильная. Не знаю, насколько ближайшая, но месяц, может быть год. Мы увидим это по истории. Но сейчас инвестировать вам в биткоин я не советую, честно. Потому что он сейчас на пике своей популярности, и я не думаю, что он прямо сейчас возьмет и возрастет до 70 или 80 тысяч. Я думаю, что сейчас будет сильный откат. Очень сильный. Но, опять же, существование биткоина я верю. Итак, я хочу подытожить и определиться все-таки по поводу перспективы биткоина. Да, биткоин это пузырь, мы это увидели по истории данной криптовалюты, что у него был сначала большой рост, а далее сильный спад. История повторилась 2 раза, и не исключено, что она повторится снова. Но все же я уверен, что биткоин пробьет свой максимум, но только после большой коррекции. Вам я хочу пожелать удачных инвестиций, и я вас благодарю за просмотр.